вы подбираете себе графический планшет для OSU, то у вас, несомненно, возникнет вопрос, какой же планшет выбрать? Наиболее распространенным ответом будет XP Pen G640 или XP Pen G430S. Иногда еще советуют Wacom, но для большинства осеров они дороговаты, поэтому XP Pen остаются вне конкуренции. Однако недавно появилась новая линейка планшетов от компании Parblo под названием Ninus N. И поскольку они дешевле Wacom'ов, то некоторые обзорщики сразу же окрестили их лучшими планшетами для OSU за свою цену. Что ж, нам Parblo тоже прислали на обзор эти планшеты с просьбой высказать честное мнение. Так что сегодня мы с вами детально ознакомимся с их преимуществами и недостатками, сравним их с G430S и G640, Слай ведь у нас уже был обладателем обоих этих планшетов, после чего решим, действительно ли это лучшие планшеты для OSU или легендарные XP Pen все еще непобедимы. И да, чуть не забыли представиться, с вами Мистёва и доктор Слай. И да, сразу уточню, в этом видео мы будем рассматривать эти ГП только с точки зрения планшетов для игры в OSU. Если вы собираетесь на планшете не только в OSU играть, но и рисовать или делать что бы то ни было еще, то эти аспекты вам придется учитывать самостоятельно. Начнем с того, что на данный момент линейка Ninus N у Parblo представлена всего двумя планшетами, 4-дюймовым N4 и 7-дюймовым N7. На самом деле есть еще 10-дюймовый N10, который лично для меня наиболее интересен, но он в России пока не продается. По характеристикам, дизайну и комплектации N4 и N7 абсолютно идентичны, отличаются только их размеры и стоимость. И это первый плюс Ninus'ам. В отличие от XP Pen'ов, их младшая модель не урезана по функционалу, но к этому мы еще вернемся попозже. Дизайном Ninus'ы практически один в один как Wacom'ы и представлены в двух цветах, черный и вот такой голубой, который в жизни смотрится очень даже мило. Причем цвет распространяется не только на сам планшет, но и стилус, и даже USB кабель окрашены в такой же цвет. Комплектный USB кабель, к слову, G-образный, имеет USB-A на стороне, которая подключается к компьютеру, и Type-C на стороне, которая втыкается в сам планшет. Это очень удобно, так как Type-C двухсторонний. Также в комплекте есть переходник с обычного Type-A на Type-C для подключения ГП к Mac'ам или смартфонам, и переходник с Type-A на USB microB, который все еще можно встретить в Android смартфонах. Да-да, эти планшеты работают не только с Windows, но и с macOS, и с Android, и даже с Chrome OS. Если тут есть хоть один зритель, видевший хоть раз в жизни недобук на Chromium вживую. На Android, правда, планшет работает строго вертикально, так что я хз, в чем смысл такой поддержки, даже в OSU лазер толком не поиграть. Итак, Ninus N7. Размер его рабочей области составляет 17,7 см на 11,1 см, в то время как у конкурента G640 рабочая область 15,2 на 10,2 см. Таким образом, у N7 рабочая область на сантиметр больше по высоте и на 2 см по ширине, а у N4 область размером 10,1 на 7,6 см. То есть абсолютно идентично G430. При этом сами планшеты от Parblo гораздо более габаритные. N4 на 1 см больше по каждой стороне, а N7 на 1 см меньше в высоту и на целых 6 см больше в ширину из-за вот этого незадействованного пространства с левой стороны. И отсюда сразу большой плюс Ninus'ам, причем обоим. Начнем с N7. Дело в том, что если вы играете на full области, двигая по планшету всей рукой, как я, то в случае с XP Pen ваша рука часто будет выходить за пределы планшета. Это создает неудобства, во-первых, тем, что края у него острые и тереться об них рукой неприятно, а во-вторых, он начинает тупо двигаться по столу из-за того, что вы как бы подталкиваете его своей рукой. Ninus же вы можете повернуть на 180 градусов, таким образом не задействовав
тонированная поверхность будет у вас справа от игровой области, и ваша рука при игре на большой области будет ездить по самой поверхности планшета, не выезжая за его пределы, соответственно, не двигая его по столу. А края у этого планшета, к слову, гладенькие, так что даже если рука чуть касается их в процессе игры, это ничуть не мешает, в отличие от XP Pen. Так что играть на полной области на N7 можно без каких-либо затруднений, в то время как на G640 для этого приходится танцевать с бубном. К примеру, я в свое время ставил коврик для мышки поверх планшета. Это избавляло от вышеперечисленных проблем, но сильно портило ощущение при игре драгом. Если что, играть драгом, это значит постоянно касаться стилусом планшета, а водить над ним, не касаясь поверхности, это игра ховером. Что же касается N4, то его эргономика по сравнению с конкурентом G430 выигрывает еще разительнее по причине вот этой выпирающей части XP Pen. Ведь если у G640 она расположена по длинной стороне, что обычно не препятствует удобству, то у G430 по короткой, и к ней же прикреплен несъемный провод. То есть, если вы не хотите играть на совсем уж микроскопической области, то вам придется использовать 430 горизонтально. И поскольку заменить провод на Г-образный невозможно, то для того, чтобы этот провод не упирался в клавиатуру, вам придется ее сдвинуть. А если места на столе мало, или вы вообще на ноуте играете и не хотите играть вот так, то вам придется повернуть 430 таким образом, чтобы выпирающая хрень была справа. Ну и тогда вязать его становится вообще невозможно, так как кисть будет упираться в эту конструкцию. В то время как Ninos N4, ровно как и N7, не имеет никаких выпирающих частей на корпусе, поэтому с ним таких проблем не возникает. Тем более, что в комплекте с планшетами линейки Ninos сразу идет съемный Г-образный кабель, что тоже способствует более свободному расположению планшетов на столе. А это особенно важно с такими маленькими планшетами, как N4 и G430, ибо их люди часто покупают в ситуациях, когда места на столе очень мало. Жду комментарии от мамкиных экономистов о том, что кабель можно купить отдельно. Угу. Да, только прежде чем это писать, не забудьте посмотреть цены на такие качественные кабели. Теперь рассмотрим покрытие планшетов. У N7 оно матовое, как и у G640, но у XP Pen зернистость более крупная, поэтому при трении стилусом по нему она вполне ощутима. А у Parblo зернистость почти незаметна, при этом к стилусу его поверхность чуть более вязкая, чем у G640 в новом еще не стертом состоянии. Хотя стирается она у XP Pen очень быстро, пару месяцев активной игры и она становится глянцевой. А как с этим дела у Parblo, мы пока сказать не можем, нужно время. Зато можем сказать точно, что покрытие у N7 гораздо тверже, чем XP Pen-овское. Сильные удары по нему не будут оставлять ямки, так известные многим владельцам XP Pen. А еще его покрытие более скользкое для руки. Как бы парадоксально это ни было. Но играть без перчатки на Full области я все равно не могу. Рука то и дело цепляется. Хотя сам планшет при этом по столу не ездит. Большие ножки держат его весьма крепко. Так что вопрос лишь в том, насколько долго эти ножки продержатся. К примеру, на моем G640 спустя 2 года игры ножек что-то не видать. Хотя поначалу они тоже казались крепкими. Зато у G430 ножки абсолютно ущербные, ведь они намного тоньше, чем у G640 и отклеиваются будь здоров. В то время как у Parblo они абсолютно одинаковые, что у N4, что у N7. Единственное, сам N4 легче, поэтому заставить ездить его по столу тоже чуть легче. Тут, конечно, можно сказать, что по маленькому планшету вы рукой не двигаете, поэтому ножки не испытывают нагрузки. Но, чтобы вы понимали, на моем былом 430 эти ножки прожили от силы пару месяцев. Но покрытие у N4 на удивление совсем другое. Оно не гладкое, как у N7, а наоборот, еще более зернистая, чем у XP Pen. И это настолько ощущается при игре, что через какое-то время микровибрация в пальцах, создаваемая этим покрытием, начинает даже раздражать. Ну, это на самом деле смахивает на банальный брак. Особенно с учетом того, что наш N4 еще и
хрустит как-то подозрительно. Да, ведь мы еще не рассказали вам, что изначально нам прислали только один планшет N7, но у него оказалась какая-то вздутая поверхность. Работе планшета это никак не мешало, но все равно странно, так как у других обзорщиков этого нет. Мы обратились к представителю, приславшему нам этот планшет. Он подтвердил, что это брак, и прислал нам новый. Тоже бракованный. В итоге они забрали у нас оба этих планшета и прислали 3 других, которые мы и демонстрируем в этом обзоре. К счастью, у них больше не наблюдается вздутых поверхностей, но на фоне 2 предыдущих планшетов складывается впечатление, что зернистая поверхность N4 это тоже брак. И знаете, вы, наверное, удивитесь, но мы даже не станем ругать за это конкретно Parblо. Дело в том, что за последний год мы с Никой накупили дофига единиц техники общей суммой $1005. И хотите верьте, хотите нет, но 70% этих девайсов имели какой-то производственный брак. Начиная с 6 бракованными мониторами, о которых я рассказывал в видосе со сборкой моего компа, где-то вот там ссылочка есть. И заканчивая бракованными мышками, клавиатурами, трекболом. Да даже видеокарта и материнка в том самом дорогущем компе оказались бракованными, из-за чего в итоге Слай вообще психанул и перешел на Mac. В общем, я не знаю, какого хера сейчас происходит с техникой, но 2 или даже 3 бракованных планшета из 5 на фоне всего, что я познал за последний год, уже к превеликому сожалению не кажутся чем-то из ряда вон выходящим. Скорее, Parblо просто не отстают от общих тенденций. И это, конечно, пиздец, товарищи, но имеем, что имеем. А потому отговаривать вас от покупки этих планшетов из-за вероятности нарваться на брак мы не станем, ибо нет ни малейшей гарантии, что купив какой-нибудь дорогой вакуум, вы не нарветесь на такой же брак. Окей, разобрались с поверхностью планшета, теперь давайте о главном преимуществе этих планшетов для осеров, а именно полное отсутствие кнопок, как на самом планшете, так и, что самое важное, на стилусе. Да, кнопки на пере это отдельная боль. Во-первых, многим игрокам они мешают держать стилус хотя бы потому, что попросту раздражают. А во-вторых, у XP Pen, как и у некоторых других производителей, судя по отзывам, они при нажатии вызывают подвисание курсора на долю секунды. Из-за этого случайные нажатия кнопок во время игры могут быть фатальными. Я, например, из-за этой проблемы тупо вытаскиваю эту пластиковую насадку на кнопки во всех XP-Pen-овских стилусах. Однако от этого на стилусе остается отверстие, которое ощущается и лично меня раздражает даже через слой матерчатой изоленты. В парбловском же стилусе P08, идущем с Ninus N4 и N7, нет ни единой кнопки. Более того, Слай, ты там упоминал про матерчатую изоленту? Да, ее мне приходится наматывать на XP-Pen-овский стилус, чтобы он не выскальзывал из пальцев, когда я давлю на него. Так вот, у стилуса от Ninus нижняя часть прорезиненная, благодаря чему этот стилус лежит в пальцах как влитой и даже не думает выскальзывать. Так что вам не придется колхозить с изолентой, которая со временем превращается в какую-то жопу, и вам ее приходится переклеивать, а для этого нужно очищать стилус. В общем, у Ninus этой проблемы нет. Единственное, что вызывает сомнение, это качество данной резины. Нет гарантии, что она проживет дольше, чем ножки у XP Pen. Но опять же, об этом говорить рано, нужно время. Кроме отсутствия кнопок, от XP Pen данный стилус отличается и толщиной. Во-первых, он в целом чуть толще, чем стилус XP Pen. А во-вторых, он утолщается к низу. И особенно сильно прямо перед кончиком. Там он уже заметно толстый. Насколько это удобно или нет, очень индивидуально. Ника, например, сказала, что ей этот стилус толстоват. В то время как мне вообще не принципиально, а кому-то будет даже удобнее, чем тонкий. Другой вопрос, что в верхней части этот стилус имеет вот такое дизайнерское углубление. И для тех, кто держит стилус очень высоко, это может испортить удобство прихвата чуть ли не так же, как кнопки. Так что данный стилус хоть и значительно лучше, чем XP Pen-овский, вакомовский и, наверное, почти любой другой,
Но все равно не стоит питать иллюзии о том, что он идеален. Еще насчет стилуса. В комплекте идут 6 сменных наконечников плюс 1 уже в стилусе, а также кольцо для вытаскивания их из стилуса, которое вам, возможно, даже не понадобится. Нет, не потому что наконечники не стираются, просто вытаскиваются они из этого стилуса очень легко даже пальцами. Что удивительно, так это происходит только с черными стилусами. Из голубых пальцами наконечник не вытащить. Уж не знаю, закономерность это или очередной рандом. Тем не менее, сами по себе наконечники не выпадают, даже если стилусом очень сильно потрясти. О скорости же стирания наконечников пока ничего не можем сказать, потому что я вообще ховером играю. А я в последнем времени играю так много, что в своем стилусе наконечник менял от силы раза 2 за год. Ладненько, хватит нахваливать планшеты за все хорошее. Давайте теперь поругаем за плохое. А первое, за что хочется поругать минусы, это, как ни странно, драйвер. Да, с драйверами проблемы наблюдаются у многих производителей, но XP Pen с определенного момента не один из них. А это хорошая заявочка на звание лучшего планшета для OSU. В то время как драйвера для Нинуса... Так, стоп! Поскольку я уже предвижу неутихающие возгласы в духе «Есть OpenTablet драйвер, просто юзать его вместо стоковых драйверов», то важная ремарка. На момент записи данного видео, а это июнь 2023 года, OpenTablet драйвер не умеет работать с планшетами Ninos N7 и N4. Поддержку данных планшетов OpenTablet с максимальной вероятностью завезут когда-нибудь, поскольку feature request на это уже создан, но пока ее нет. А это значит, что вам придется использовать фирменный драйвер от Parblo. И не думайте, что сможете обмануть систему, играя в OSU лазер вместо стабилки, так как нативная поддержка планшетов в лазере тоже реализована на основе OpenTablet. Актуальных альтернатив у него нет, поэтому еще раз. Только фирменные дрова от Parblo. Ну и да, вы можете сами в любой момент проверить, не появилась ли в OpenTablet поддержка N7 или N4. Ссылочка на официальный сайт, где это можно сделать, находится в описании к видео. А теперь еще более точное уточнение. На момент монтажа этого видео в OpenTablet уже реализовали поддержку N7. Пока что, правда, только в исходном коде, но, вероятно, в одном из ближайших обновлений OpenTablet драйвер уже начнет работать с Ninos N7, наверное. Насчет N4 не знаю. Ну и нативный драйвер от Parblo с момента написания этого текста тоже обновился и слегка улучшился. Там теперь даже область можно в циферках задать. Хотя забавно, что в этом же драйвере на macOS и область, и даже зону экрана можно задавать циферками уже давно. Ну да, осеры ведь все поголовно успешные бизнесмены с макбуками, чё? Ну а если серьезно, то, судя по всему, драйвер на месте не стоит. Так, глядишь, через пару годиков и до XP Pen дорастет. Но пока что он все еще хромает. Хотя уже не столь разительно, как это было пару месяцев назад. Так что вот, продолжаем. Ну и последний аспект, который хотелось бы отметить в качестве недостатка, это то, что данные планшеты при работе издают тихий высокочастотный писк. По типу как у старых LT-телевизоров, только намного тише. Причем наблюдается этот писк как у N4, так и у N7, но громкость писка варьируется у всех экземпляров от почти невозможно уловить на расстоянии больше 10 сантиметров даже в полной тишине, до слегка слышно при обычном расстоянии от планшета при работающем компьютере. Тем не менее, ни в одном из экземпляров этот писк не уловим при играющей музыке из колонок, а уж тем более, когда вы сидите в наушниках. Так что для осера это, наверное, решающим фактором не будет. Просто если вы очень чувствительны к любым звукам, то, сидя в полной тишине, вам придется вытаскивать кабель из планшета. А просто выключить его кнопочкой нельзя, что ли? А, точно. Я же еще не сказала вам. Кнопка выключения, находящаяся на корпусе этих планшетов, попросту не работает. Это как? Вот так. Ты ее переключаешь, а он
не выключается. Можешь дергать этот переключатель туда-сюда сколько угодно. Планшет все равно работает, пока ты не вытащишь кабель. Ну и зачем, спрашивается, эта кнопка, если она ничего не делает? Ладно, проехали. Итак, со всеми отрицательными и положительными аспектами данных ГП мы разобрались. Осталось озвучить тот фактор, который и определит целесообразность их покупки. Цену. И вот она явно не красит Ninos N4 и N7. Поскольку в DNS... Это вроде единственный магазин, где их можно купить. Ну да, N7 сейчас стоит там целых 3700 рублей. А N4 2900. В то время как конкуренты в лице G640 и G430S в DNS стоят 3000 и 2400 соответственно. И это могло бы быть небольшой разницей за те преимущества, которые дает Parblo, если бы не тот факт, что на Алиэкспрессе G640 можно купить всего за 2000 рублей, а 430S за 1600. А ведь именно там их многие люди и покупают. Именно по причине низкой цены. В то время как с Ниносами на Алиэкспрессе все туго. N7 мы там вообще не нашли. А N4 вроде есть, но только в одном магазине. При этом стоит он там 2100 рублей. То есть на 800 рублей дешевле его цены в DNS. И вот это уже хорошая причина взять его вместо 430-го, так как он практически во всем, кроме драйвера, гораздо лучше. Хотя Алиэкспресс вещь переменчивая. Сегодня он там есть, завтра его там может не быть, ну и наоборот. Так что не исключено, что в будущем вы сможете найти там и N7 по цене N4 из DNS. Тем не менее, конкретно сейчас вы N7 дешевле, чем за 3700 нигде не купите. Ну хорошо, раз уж Ninos N7 настолько дороже G640 из Китая, то получается он конкурент отнюдь не 640-му XP Pen, а кому же тогда? Какой еще планшет можно купить за эту цену? А вот в том-то и дело, что за эту цену, даже немного дешевле, можно взять XP Pen Star 03 V2. О, так это ж наш с тобой планшет. Ага. Но что делает его столь устрашающим контраргументом против Ninos N7? Он же намного крупнее. Так в этом все и дело. Чем планшет крупнее, тем он дороже. А Star 03 V2 это самый гигантский планшет не только в своей ценовой категории, но и вообще среди всех планшетов за хоть сколько-то приемлемую цену. Плюс он лишен недостатков эргономики, присущих 640-му. Единственное, что стилус у него такой же. Так что, если вы хотите иметь куда развернуться в плане большой области, то ваш выбор в ценовой категории N7 однозначно упадет на Star 03. А смотреть в сторону Parblo Ninos N7 стоит в том случае, если вам очень уж хочется стилус без кнопочек, и при этом вы точно уверены, что настолько большая область, как у Star 03, вам точно не понадобится. Ну, либо если вам, наоборот, принципиально нужен более компактный планшет из-за, скажем, нехватки места на столе или из-за портативности, но не настолько миниатюрный, как N4. Если же за стилус и прочие мелкие удобства вы не готовы переплачивать 1700 рублей, то легендарные XP Pen G640 и G430S для вас все еще непобедимы. И возьмете вы с максимальной вероятностью именно один из них. Ведь кому, как не вам, лучше знать, что деньги со школьных обедов сами в карман не топают. Хотя, если бюджет не катастрофично поджимает, то я бы советовал 430 вообще не брать. Лучше уж переплатить за N4. Тем более с учетом количества браков в современной технике, я бы вообще не советовал брать что-либо в Китае. Лучше чутка переплатить, зато иметь возможность сразу же проверить на наличие брака, и если что, вернуть на девайс без всякого мозгоебства. Это лично мой вам совет. В итоге можно сказать, что планшеты Parblo Ninos N7 и N4
определенно заслуживают рассмотрения при выборе нового ГП для ОСУ, вне зависимости от того, первый ли это ваш ГП или нет. Их основные преимущества – это приятный стилус и отсутствие проблем с эргономикой, присущих более дешевым XP-пенам G640 и G430S. Осталось только дождаться, пока к Ninus допилят драйвера или завезут Open Tablet Driver, и цены им не будет. А пока что, к сожалению, их нельзя назвать ультимейт решением или убийцами G640 и 430. XP-пены по-прежнему держат корону самых выгодных ГП для ОСУ, а Ninus N4 и N7 просто заняли нишу более комфортных и при этом более дешевых, чем вакуумы, планшетов. Ну а на этом, в общем-то, все. Спасибо вам всем за то, что смотрели наш обзор на парбовские планшетики, которые нам прислали с просьбой рассказать честное мнение. Мнение было максимально честное, я надеюсь, оно было достаточно развернутым, не так ли? Потестили все, что должны были потестить, возможно, не потестили некоторые технические характеристики по типу встроенного сглаживания или же частоты опроса, но эти параметры либо плюс-минус одинаковые обычно у всех планшетах такого уровня, либо их толком-то и измерить в домашних условиях никак не получится. Так что, Ника, тебе последнее слово. Ну, мы очень старались, правда. Поэтому с вас лайк, подписка, комментарий. Поделитесь с друзьями, расскажите всем про эти планшеты и этот видос. Так что мы всех вас любим, целуем, обнимаем. Всем спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на наш Boosty. Ну, если хотите, конечно, поддержать наш канал копеечкой, монеточкой, возможно, рубликом, бубликом. Вступайте в наш Discord-сервер. Да, там весело и интересно, мы его развиваем. А я, короче, пойду записывать биролы и монтировать этот видос. Если что, мы сейчас сидим уже часов 12. Записываем это. И еще 3 раза столько же мне осталось на запись оставшихся материалов и монтаж. Все. Всем спасибо за внимание. С вами были Доктор Слай И Мистиову. Всем пока. И G430S. Заебись. Идем дальше. Ученику троллить Мамкина как экономиста в прямом эфире. Что через какое-то время микровибрация, создаваемая микровибрация в пальцах, find a way.